Сейчас мы с вами сделаем бабочку. Я покажу просто, как ее делать. Я делаю обычно двумя способами. Один мокрый, а другой сухой. Мокрым способом получается мятое такое вот крылышко, красивое. В данном случае для мальчика я сделала мини-ажурный край. А это на сухую, сухими красителями, с небольшими разводами и более ажурный край у крылышка. Для того, чтобы сделать бабочку, нужно подготовить шаблон. Вы можете из обычной бумаги сами нарисовать крылышко, которое вам нравится, или распечатку сделать, в интернете найти крылышко бабочки. Распечатать это будут шаблоны рабочие. Есть большие крылышки, средние и маленькие. Мы будем делать сегодня по большому крылышку. Для того, чтобы сделать крылья для бабочки, для голубой бабочки, для бабочки мальчика, мы прикладываем к вафельной бумаге. Вафельная бумага не сильно тонкая, чтобы она у нас не расползлась, да, при работе. Ну и совсем толстую не надо брать, только среднюю. Я не знаю, как эти размеры называются. Так, мы прикладываем, сохраняем вот этот изгиб, который у нас идет внутренний. Его мы обрисовываем. И вот здесь вот, где у нас идет уже красивые изгибы, да, где у нас идут, мы их сглаживаем. Ну, то есть вот так. И размер увеличиваем, соответственно. Все, нарисовали. Это у нас будет мальчик. Мы его вырежем и также сделаем еще 3, потому что у нас двойные лепестки у бабочек. А это девочка. Вырезаем крылышко для мальчика, для голубой бабочки. Может быть, у вас и девочки такие будут, может быть, вообще просто торт будет весь улеплен бабочками. И 2 цветочка, может вообще без цветов. Так, теперь мы окрасим. Давайте начнем с голубого цвета. Нам нужно 3 кисточки. Одна будет сухая, для сухих красителей, для мокрого. И тоненькая кисточка для того, чтобы рисовать черненькие прожилки. Нам нужна проволока 24, например, хорошо подходит. Она достаточно плотненькая, она выдержит нашу бабочку. Так, для каждого лепестка мы пока возьмем по одной. Точнее, для каждой бабочки по 2 проволоки. Так, мы ее возьмем и сделаем такую небольшую петельку. Так, с этой стороны. Такую вот петельку загнем. Здесь ее, конечно же, закрепим скруткой. Эта петелька у нас войдет в крылышко. Вот так. Так, одна петелька и вторая петелька. Одна петелька, вторая петелька. Теперь мы берем смесь водки и геля кондитерского. Здесь 1 к 1 примерно. И промазываем крылышки. Если у вас бумага тонкая, и она сразу стала очень мягкой и разваливаться стала, не пугайтесь. Вы скрепите и оставьте сохнуть крылышки. Они в конце концов высохнут, будут у вас измятыми, но это красиво смотрится, так что не переживайте. На бабочках смотрится, вот мне мятые бабочки нравятся больше, чем ровненькие. Проверьте место крепления вот здесь вот, чтобы хорошо сцепилось. Мы для чего сделали петельку? Для того, чтобы бабочка не крутилась на проволоке на голой туда-сюда. Вот это крылышко само по себе на петельке, оно будет крепче держаться.
Так, можем приступить к окрашиванию. Я буду использовать и такой вот белесо-голубой цвет. Вы используете те красители, которые у вас есть. Вот, если вы не раздобудете пыльцу для цветов, то можно купить, сейчас есть сухая краска для жирорастворимая и водорастворимая. Вот она в такой вот, уже называется не пыльце, а краска в порошке. Она вообще прекрасно окрашивает. Вот такие вот крылышки. В общем, в принципе, все что угодно. Так, мокрый способ заключается в том, что мы берем красители. И сухие можно взять, и жидкие можно взять. И пользуемся водкой. Водка очень сильно размягчает вафельную бумагу. И бумага становится очень мягкой. Самое главное бабочку прокрасить сначала с краев, потому что с краев она должна быть темная. То есть нам нужно не допустить разводов с середины к краям. Наоборот, листики вот такие вот, все, что из вафельной бумаги, нужно окрашивать с краев к наружу. Тогда у вас будет красивый край. С одной стороны и с другой. Ну, сейчас вы можете разводы сделать, покрыть полностью, можете цвет какой-то еще добавить. У нас черный присоединился. Пусть у вас будут ломаные линии. Здесь вот где-то с краешку добавьте, как у бабочек бывают, темные точечки такие с краев, загнутые остренькими пиками. Обязательно темные пятна. Черный всегда хорошо смотрится, он приглушает яркие оттенки. И какой-то переход цвета делает нежнее. У вас все равно не получится одинаковые стороны, поэтому делайте как видите. То есть не обязательно повторять. Вот, например, предыдущую сторону делать, стараться одинаковые с этой стороной. Потому что чем разнообразнее у вас бабочка, тем интереснее она будет смотреться. Вот она стала мягкой-мягкой. Осторожно, не порвите.
Так, теперь нам нужно аккуратненько взять лепесток, перенести его на бумагу, сохнуть. Бумага скомкана для того, чтобы можно было передать изгибы вот эти нашей смятой бабочки. Пусть она немножко сомнется, и как раз вот прижмите ее к этой бумаге скомканной. Все перенесли, и теперь можно присыпать немного блестками, если у вас есть блестки. И где у нее места сгиба, она будет хорошо блестеть. Делаем точно так же второй лепесток и оставляем сушить на 3 часа. Сухой способ предполагает неиспользование водки, неиспользование влаги. То есть мы берем только сухие красители. Я много взяла. И в принципе мы действуем так же, вот как мы делали с краю, наносили краску мокрую, да, влажной кистью, мы делаем то же самое сухой. И на самом деле вообще это правило взялось именно от сухого окрашивания, что мы с краю начинаем двигаться к середине. Я помню, когда лет 10 назад, точнее, я помню, когда давно-давно меня учили делать из сахарной мастики цветы, именно окрашивание заключалось, самый главный принцип, от краев снаружи, к наружу. Ой, от краев к середине, двигаться кистью. Здесь у нас получаются на бабочке такие небольшие пятнышки, где-то разводы. Это все тоже в плюс. Это будет очень красиво, фактурно смотреться, потому что мы тут часть бабочки заляпали же все равно гелем. Вот мы припылили бабочку, теперь мы берем мокрую кисточку и можем нанести какой-то еще цвет. Она у нас в паре с голубой, с синей бабочкой. Мы можем сделать ей небольшие вот такие вот разводы или добавить, например, салатовый еще. То есть здесь вы можете поиграть с цветом. Теперь берем тоненькую кисточку, берем черный краситель и также идем от середины к краям, наносим черный рисунок. Здесь рисунок более нежный, более изысканный, потому что это у нас бабочка, девочка.
наши места, вот эти вот самые остренькие, да, где у нас крылышки соединяются, мы их скрещиваем и заворачиваем нашу проволоку. Просто скручиваем ее, чтобы она из двух превратилась в одно целое. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы проволоку не испачкать. Когда мы будем устанавливать бабочку на торт, мы можем раздвинуть крылышки или соединить. Можно даже их разъединить немного, чтобы она оказалась более воздушной. Наша бабочка готова. Такая будет помятая голубая бабочка. Когда она высохнет, будет выглядеть она очень изысканно. Мне мятая больше нравится. И наша бабочка сиреневая с сухим способом. Ей не нужно сохнуть, если только крепление вот подсушить. Такая бабочка с сухим способом, практически сразу можно ее использовать и ставить на тортик.